Ранним утром за 2 дня до Рождества окровавленный мужчина падает с неба. Мужчина по имени Майкл снимает одежду, и из его спины появляются крылья. Он берет большой нож, разрезает его плоть и отрывает крылья. Он кричит в агонии, когда над его головой появляется ореол, спускающийся до воротника вокруг его шеи. Когда ним покутывает его воротник, он падает. Он врывается на склад и начинает залечивать раны. Затем он направляется в комнату с оружием и собирает огнестрельное оружие большого калибра. Пара полицейских, патрулирующих район, сталкивается со взрывом, и появляется Майкл. Полицейские направляют оружие на Майкла, приказывая ему бросить сумки. Их рации начинают издавать сигналы нескольких вызовов службы экстренной помощи, и Майкл это слышит. Он говорит, что уже началось, а времени мало. Один из полицейских приближается к Майклу, но Майкл одолевает его. У другого полицейского внезапно начались конвульсии. Его голова двигалась неестественно быстро, прежде чем остановиться. Глаза полицейского становятся большими и черными. Его зубы заточились до шипов. Он начинает говорить бестелесным голосом, говоря Майклу, что он не подчинился приказу. Майкл отвечает, что выполняет собственный приказ, а полицейский заявляет, что Майкл умрет с ребенком. Полицейский начинает стрелять, но Майкл уклоняется и стреляет в ответ. Полицейский падает, и Майкл уезжает. Свет выключается, когда он проходит мимо. Молодой человек по имени Джип просыпается рано утром, и его зовет молодая беременная женщина Чарли. Они сидят вместе, и Чарли спрашивает Джипа, не приснился ли ему еще один плохой сон. Джип говорит да, и Чарли говорит ему, что ему нужно меньше беспокоиться о своем отце. Джип говорит, что единственное, о чем он беспокоится, это она, а Чарли дразнит его, говоря, что он обеспокоен беременной женщиной с ребенком, отцом которого он не является. Чарли говорит, что через месяц у ребенка будет новая семья, поскольку она не готова стать мамой. Джип предлагает помочь ей вместе воспитать ребенка, но Чарли говорит, что ему пора перестать беспокоиться о ней. Позже в тот же день Боб, отец Джипа, открывает свою закусочную. Мужчина с крюком Перси дразнит Боба. Молодая женщина Одри стоит у музыкального автомата, а ее мать Сандра выражает свое отвращение к тому, как одета Одри. Муж Сандры, Ховард, раздраженный напыщенной речью Сандры, рассказывает Одри, что думает Сандра, и Одри отвечает саркастическим замечанием. Кайл, наслаждаясь поездкой, видит, что ближайший автосервис находится в 50 милях. Он подумывает о том, чтобы зайти в закусочную. Он видит, как беременная Чарли курит, и поздравляет ее с рождением. Затем он спрашивает дорогу и понимает, что сбился с курса. Затем Чарли и Кайл входят в закусочную, где нетерпеливая Сандра уговаривает Ховарда уйти. Кайл просит воспользоваться телефоном Боба, а Говард спрашивает Боба, когда починят их машину, говоря, что они ждали слишком долго. Боб проверяет Джипа и видит, что тот не занимается машиной, а занят полировкой детской кроватки для ребенка Чарли. Джип уходит, и Боб идет за ним, говоря, что ему нужно перестать гоняться за Чарли. Джип отвечает, что ему снятся ужасные кошмары о Чарли, и ужасные вещи с ней происходят снова и снова. Он говорит, что испытывает непреодолимое желание позаботиться о Чарли. Боб считает, что Джип совершает ошибку, и считает, что Джипу будет лучше, если он покинет закусочную в поисках лучшей жизни. Боб возвращается в закусочную и видит, что телевизор снова не работает. Он пытается это починить, но получает только сигналы экстренной трансляции. Перси проверяет свое радио и слышит одно и то же на всех частотах. Все с беспокойством слушают, как монотонный звук экстренной службы наполняет закусочную. В офисе Боба Кайл наконец звонит своей бывшей жене и сообщает, что приедет на следующий день для подписания развода. Он требует поговорить с сыном, но звонок обрывается. Он пытается повторно набрать номер, но телефонные линии отключены. Хрупкая пожилая женщина входит в закусочную с широкой улыбкой на лице. Чарли принимает заказ, и женщина начинает разговаривать с Сандрой. Чарли подает женщине заказ, и женщина спрашивает Чарли о ребенке. Она спрашивает об отце и спрашивает Чарли, как ей удастся вырастить ребенка самостоятельно. Чарли говорит, что может позаботиться о себе, но женщина говорит ей, что ребенок сгорит. Чарли в шоке, но старуха повторяет сказанное теперь уже с большей ненормативной лексикой. Все в закусочной слышат это и смотрят на старушку. Чарли уносится прочь, а женщина с радостью пожирает еду, и теперь ее окружают мухи. Затем она говорит, что все дети сгорят. Сандра пытается поговорить с женщиной, но женщина оскорбляет Сандру. Говард встает, чтобы поговорить со старухой, но она кусает его за шею, откусывая большой кусок плоти. Перси бросает в женщину сковороду. Ее шея хрустит, но она встает, как будто ничего не случилось. Затем женщина вскакивает и начинает ползать по потолку. Боб достает дробовик и начинает стрелять в женщину. Женщина отшвыривает Боба, и Джо достает дробовик, но не решается нажать на курок. Женщина летит к нему. Женщина внезапно падает замертво после того, как Кайл несколько раз стреляет в нее. Все в закусочной спешат позаботиться
заботится о Говарде, который потерял значительное количество крови. Кайл и Перси отводят Говарда и его семью к машине Кайла, и они отправляются в сторону больницы. Они сталкиваются с чем-то, что выглядит облаком, но на самом деле представляет собой огромный рой саранчи. Машина Кайла возвращается, и Боб встречает их вбегающих обратно и видит огромный рой саранчи. Затем мужчины берут тело старухи, чтобы выбросить его, и видят приближающуюся полицейскую машину. Полицейская машина останавливается, и появляется Майкл. Боб направляет пистолет на Майкла, говоря ему держаться подальше. Затем Боб объясняет причину своего поведения. Майкла, кажется, не смущает история Боба, и он понимает, что Боб и остальные понятия не имеют, что происходит с миром. Майкл выхватывает оружие у Боба и направляет на него. Перси выходит, пытаясь разрешить конфликт. Майкл обдумывает ситуацию и рассказывает им, что больше людей, похожих на старуху, скоро прибудет. Он возвращает Бобу его дробовик и дает огнестрельное оружие всем, даже Чарли, но говорит ей воздерживаться от совершения чего-либо смелого. Они все направляются в закусочную и баррикадируют двери. Наступает ночь, и Майкл ведет людей на крышу, чтобы получить лучший обзор. Они слышат приближающийся грузовик с мороженым, и из него выходит высокий долговязый мужчина. Когда он видит их, он издает гортанный визг, прежде чем его конечности начинают растягиваться. Он бросается на них, и они начинают стрелять. Они видят приближающиеся машины, и Майкл приказывает им стрелять. Затем автомобили останавливаются, и все водители выходят и направляются к закусочной. Майкл приказывает им продолжать стрелять, говоря, что это больше не люди. Один из нападавших врывается через окна и начинает тащить Говарда. Сандра, Одри и Чарли бросаются на помощь, но другой хватает Чарли. Входит Майкл и отрезает мужчине руку, затем Майкл хватает обезумевшую Сандру и сообщает ей, что Ховард мертв. Майкл разочаровывается в Чарли и напоминает ей не делать ничего смелого. Мужчины возвращаются вниз, и Боб требует объяснений того, что происходит. Майкл говорит всем, что Бог разгневался и приказал истребить человеческую расу. Он объясняет, что нападавшие, от которых они отбились, всего лишь сосуды, которыми овладели ангелы. Они не верят, говоря, что никогда не слышали, чтобы ангелы делали такие вещи. Джип спрашивает, откуда у Майкла такие обширные знания об этом, и Майкл рассказывает, что он раньше был на стороне ангелов. Боб вмешивается, говоря, что это нелепо, и выражает свое неверие в Бога. Майкл говорит, что Бог отвечает взаимностью на чувства Боба, также теряя веру в людей. Затем Майкл говорит, что его единственная цель – защитить Чарли и ее ребенка, поскольку ее ребенок – собственность человечества и единственная надежда на выживание. Майкл говорит, что ему все равно, во что они верят, но факт остается фактом. Нападавшие снаружи хотят, чтобы они все умерли, особенно Чарли и ее будущий ребенок. Джип беседует с Майклом, спрашивая его о его происхождении. Он говорит, что он был генералом в Божьей армии и решил бросить вызов Богу, когда Бог дал ему приказ, который он отказался выполнить. Майкл говорит, что Бог потерял веру, но это не так. Джип спрашивает Майкла, как ему удалось сохранить веру. Майкл говорит, что хотя мир наполнен ненавистью и тьмой, он все равно видит проблески надежды в людях, которые отказываются сдаваться, в людях, которые не склоняются перед лицом потери, люди как Джип. Майкл вспоминает свое пребывание на небесах, момент, когда ему был отдан приказ. Габриэль говорит Майклу, что люди навлекли на себя осуждение. Майкл говорит, что вести людей – обязанность ангела, но Габриэль говорит, что их высшая задача – обязанность подчиняться Всевышнему. Майкл наблюдает, как множество ангелов заполняют небо. На следующий день Сандра просыпается от странного шума. Она идет в заднюю часть закусочной, слыша рыдания Говарда. Она заглядывает через заднюю дверь и видит Говарда, распятого вверх тормашками, зовущего на помощь. Кайлу и Одри не удается удержать ее внутри, и она убегает. Сандра приближается к Ховарду, но Ховард взрывается, извергая кислоту. Перси вовремя добирается до Сандры, защищая ее от взрыва. Перси несет ее обратно в закусочную, прежде чем упасть на пол. Спина Перси была обожжена до костей. Сандра привязана к стулу, а Одри пытается ее накормить. Затем Сандра обвиняет Одри во всем, что с ними происходит, говоря Одри, что она все испортила. Позже Одри переключает радиостанции, пока не попадает на частоту вещания. В передаче говорится о нескольких группах выживших, которые сопротивляются одержимым, но Майкл говорит, что они не могут рисковать и уйти, поскольку это только сделает Чарли более легкой мишенью. Позже Чарли болтает с Джипом. Дошло до того, что доктор сказал, что она не могла сделать аборт, и в итоге она осталась с ребенком. Это привело к тому, что она возненавидела ребенка.
Свет снова включается, и к закусочной подъезжает машина, пытаясь заправиться бензином. Кайл и Одри готовятся к стрельбе, но видят, что это отец с сыном. Затем появляется банда, избивает отца и забирает ребенка. Кайл спрыгивает, чтобы помочь ребенку, стреляя в мужчин. Он добирается до малыша и начинает нести его обратно. Боб убирает баррикаду, желая помочь, но Майкл направляет на него пистолет и угрожает стрелять, если он продолжит. Снаружи выясняется, что ребенок еще один одержимый, и он кусает Кайла. Затем Одри спрыгивает, чтобы помочь, но у нее кончаются патроны, и ее начинает окружать. Чарли решает взять дело в свои руки, когда видит, что Майкл не помогает. Не желая причинять вред Чарли, Майкл соглашается вернуть Одри. Майкл выходит и быстро расправляется с нападавшими, используя бензонасос. Затем он забирает Одри, и они бегут обратно, едва спасаясь от взрыва. Чарли бежит за водой, но видит, что ребенок добрался до закусочной. Ребенок нападает на нее с ножом, но Чарли удается защитить себя. Чарли отгоняет ребенка, и свет снова гаснет. Ребенок внезапно хватает Боба, но Майкл оттаскивает его, и джип стреляет в него. К сожалению, стресс дошел до Чарли, и у нее начались схватки. Чарли начинает рожать, и они слышат с неба громкий непрерывный звук. Джип и Боб находятся на крыше и видят ожидающую их толпу одержимых. Чарли продолжает тужиться, пока крики младенца не раздаются в тишине. Одри показывает младенца Сандре, но Сандра пытается найти способ вырваться. Чарли спрашивает, в безопасности ли они, и Майкл отвечает, что нет. Но сейчас, по крайней мере, ребенок будет иметь шанс жить и вести человечество. Одержимые слышат плач младенца и тоже начинают плакать. Рок звучит снова, и кажется, что с неба спускается крылатое существо. Майк говорит, что Бог послал Гавриила, чтобы завершить миссию, которая изначально была отдана Майклу. Джип понимает, что приказ, которому Майкл не подчинился, должно быть был приказом не допустить, чтобы ребенок родился. Чарли требует объяснений, и Майкл признает, что ему действительно было поручено устранить ребенка. Но он также сообщает, что ребенок никогда не должен был родиться. Будущее теперь не написано, и воля Бога изменилась. Чарли забирает ребенка у Одри, но Сандра выхватывает его. Сандра намерена отдать ребенка одержимым, чтобы они оставили их в покое. Габриэль приближается, как вдруг двери распахиваются, и Майкл стреляет в Сандру. Джип ныряет, чтобы поймать ребенка, но сталкивается с Габриэлем лицом к лицу. Затем Габриэль бьет Джипа булавой. Боб пытается выстрелить в Габриэля, но Габриэль слишком быстро, используя свои крылья как щит. Затем Габриэль разрезает живот Боба. Майкл не дает Джипу помочь, говоря ему, что он должен уйти с Чарли, чтобы защищать ребенка, следуя инструкциям. Майкл, Одри и Чарли медленно пробираются к полицейской машине, и все одержимые дают им пройти. Габриэль называет Майкла мятежным сыном Бога, и Майкл указывает на то, что Габриэль всегда был тем, кто стремился угодить своему отцу. Габриэль удивился, увидев Майкла без крыльев, и говорит ему, что его непослушание приведет к наказанию. Майкл говорит, что с ним произойдет, не имеет значения, поскольку ребенок уже родился. Майкл просит Габриэля о перемирии, но Габриэль отказывается, говоря, что другого выхода нет. Затем эти двое готовятся к бою, а Джип уезжает, направляясь к поселению, о котором они слышали по радио. Майкл использует свое оружие, стреляя в Габриэля, и Габриэль пытается ударить Майкла. Габриэль ранит Майкла своими крыльями, но Майкл оказывается позади Габриэля и душит его. Затем Габриэль берет булаву и наносит удар Майклу. Майкл падает на землю, а Габриэль плачет, наблюдая, как умирает его брат. Затем Майкл светится, прежде чем распасться. Пока Джип едет, он замечает отметины на своем предплечье и понимает, что это инструкции, к которым имел отношение Майкл. Габриэль находит Боба все еще живым, но Боб выпускал газ, прежде чем зажечь его зажигалкой. Габриэль улетает, но огромный огненный шар поглощает закусочную вместе с содержимыми снаружи. Джип, Чарли и Одри думают, что им удалось сбежать, когда Габриэль врезается в них. Габриэль хватает их машину и почти хватает ребенка. Джип ускоряется, и Одри хватает Габриэля. Одри кричит Джипу, чтобы он нажал на тормоз, и он делает это, запуская Одри и Габриэля вперед. Затем машина вылетает в кювет. Малыш и Чарли чудом выживают, и Джип ведет их на гору. Затем появляется Габриэль, загоняя Чарли в угол, но Джип прыгает на Габриэля, толкая их со скалы. Габриэль готовится убить Джипа, но появляется Майкл и спасает Джипа. Габриэль не мог поверить своим глазам, поскольку Майкл открыто не подчинился своему создателю, но ему еще раз даровали вечную жизнь. Затем Майкл хвастается, что Гавриил дал Богу то, что он хотел, а Майкл дал Богу то, в чем он нуждался. Габриэль пытается ударить Майкла, но Майкл быстро прорезает Габриэля, прежде чем он замечает. Затем Майкл щадит побежденного Габриэля. Майкл уходит, говоря Джипу, что он настоящий защитник. Джип спрашивает, встретятся ли они снова, и Майкл говорит, что нужно сохранять свою веру. Затем Джип и Чарли находят уцелевшие поселения и готовятся поднять последнюю надежду на выживание.